Всем большой привет! Меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на своем канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. И сегодня у нас не просто декор, а самая настоящая мебель. Все началось с того, что я задумала сделать очень простой проект и просто приклеить картонные втулки к деревянной разделочной доске, чтобы получился столик. Но в процессе все это трансформировалось в целую композицию столиков. Мы всем нельзя граммом решали, что же с ними делать. Кстати, если вы тоже хотите наблюдать за процессом проектов и даже участвовать в них, потому что я частенько провожу какие-нибудь голосовалки, то подписывайтесь на мою соцсеть с картинками. Ссылку я оставлю в описании к видео. Итак, давайте начнем с самого начала. Я задумала сделать такой столик еще 100 лет назад, вдохновившись вот такими референсами. Заказала для него втулки картонные на Озоне, и так они у меня и лежали. Через несколько месяцев я решила, что их время пришло, и пора делать столик. Заказала к нему большую круглую разделочную доску для столешницы, ее диаметр 40 сантиметров. Кстати, ссылки на все материалы, которые я использую, будут у меня в телеграм-канале. Ссылочка также будет в описании. Длина втулок 50 сантиметров, и они все немножко разные, поэтому я решила отрезать их до одинаковой длины, и стандартный для столиков 40 сантиметров. Я поставила упор на стол в виде кирпича, нарисовала эскиз линии, и потом по этой линии отпилила пилой лишнее. Но высота все равно разнилась на долю миллиметров, а мне хотелось большей точности, и поэтому я решила воспользоваться канцелярским ножом, все-таки это картон. Я сделала одну эталонную ножку и уже по ней равняла все остальные. Доска, кстати, оказалась очень шершавой, поэтому я ее зашлифовала и даже заделала кое-какие вмятины при помощи самодельной шпатлевки из клея ПВА и древесной пыли. На самой столешке я начертила при помощи циркуля окружность, по которой нужно приклеить втулки. Я примерила все втулки, и казалось, что все идеально подходит. Тогда я стала приклеивать их клеем ПВА на саму столешницу и между собой тоже, проводя вот такую вертикальную линию карандашом. Но когда я приклеила все втулки, оказалось, что все не так уж и ровно получается, и основание у меня кривое. Мне пришлось все убрать. Просто оторвать не получилось. Это, кстати, к вопросу о прочности. И пришлось разрезать. Для того, чтобы сделать ровный круг, я начертила столик в ревите и вычислила точный диаметр внутренней касательной окружности. У меня 15 втулок диаметром 58 мм, и диаметр внутренней окружности получается 22 см. Я вырезала 2 круга из картона. Один приклеила на саму столешницу снизу. А другой на втулку покороче, на 5-7 см, чем ножки для столика. И потом уже на эту конструкцию я снова приклеивала втулки и дополнительно использовала уровень, чтобы все было ровно четко.
А потом возникла идея сделать не один столик, а композицию из 2 столиков и поставить их перед диваном. У большого столика должны были быть ножки потолще, и в этом меня выручила знакомая, которая работает в рекламном агентстве, отдала мне втулки от своих каких-то бумаг, их диаметр 8 сантиметров. Я вырезала шаблон столешницы из бумаги и стала думать, из чего бы ее сделать, и остановила свой выбор на фанере. Поехала в Леруа, чтобы купить фанеру, мне там сразу вырезали круг, но оказалось, что у них нет станка, и они предложили мне вырезать не ровно лобзиком, но не ровно лобзиком я и сама могу вырезать. Поэтому в комплект столешницы я взяла еще и лобзик. И пока я изучала тему, как вырезать круги лобзиком, концепция в моей голове поменялась, и я решила сделать вместо круглой столешницы столешницу аморфной формы, тем более, что лобзик хорошо подходит для вырезания криволинейных линий. А еще мы решили покрасить всю композицию в черный. Я долго не могла подступиться к этому лобзику, мне было страшновато за пальцы, это был мой первый опыт с подобным инструментом, но в итоге к концу я даже начала попадать в линию, которую я нарисовала на фанере. Потом я вышла на улицу, чтобы зашлифовать фанеру, и оказалось, что ее шлифовать гораздо сложнее, чем доски, потому что в фанере есть связующее вещество. Когда я делала стол, я спокойно сточила часть доски, а вот с фанерой вышло уже посложнее. Особенно трудно делать плавные кривые, там, где вырезанная часть примыкала к краю листа фанеры. Когда я в итоге все зашлифовала, я занесла столешницу домой, чтобы примерить столики на их месте, и мне не понравилась форма, получилась какая-то толстая фасолина. Нужно было все переделать. В этот раз я уже более внимательно подошла к эскизу и нарисовала столик большой так, чтобы его столешница как бы обнимала маленький столик. Ну и кроме формы мы еще их объединим цветом. Снова вырезала. Зашлифовала. И стала думать, чем же мне красить столики. Они должны были быть черными, но я не хотела делать глухой цвет, а чтобы фактура дерева все-таки... Продолжаем разговор. У меня было масло для дерева в цвете графит и морилка на водной основе беновое дерево. Я решила попробовать сделать выкрасы. У масла оттенок более теплый, а морилка прям и сине-черная. Я попробовала добавлять в нее колеры для того, чтобы сделать цвет более мягким. Но результат мне не понравился. Я решила все-таки использовать масло. Немножко я боялась, что мне не хватит его, потому что у меня была маленькая баночка, но в итоге даже чуть-чуть осталось. Я нанесла масло на столешку и втерла тряпочкой. Посмотрите, какой рисунок получился от первого слоя. Прям вау! Это просто фанера. Я ничего не имею против фанеры, но это все-таки более дешевый материал, чем дерево или шпон. Но с этим маслом просто шикарный декоративный эффект. Круглой столешницей оказалось чуть-чуть сложнее, потому что я успела покрыть ее минеральным маслом для разделочных досок, пока еще не знала, что столики будут черные, и цветное масло просто не впитывалось. Мне пришлось стереть его white спиритом и зашлифовать поверхность. Но из-за того, что столешница сама по себе рыжая, цвета получались немного разные. Поэтому я сначала затонировала ее той самой морилкой. Водные морилки поднимают ворс у дерева, и после тонировки нужно немножко зашлифовать наждачкой. И уже после этого нанесла 2 слоя масла, и столешницы практически сравнялись в тоне. Нижнюю часть большой столешницы я просто затонировала морилкой для того, чтобы придать ей цвет, и ножки потом хорошо схватились на клей. Осталось покрасить ножки. Для этого я взяла акриловый колер, он у меня был,
И чтобы цвет был не слишком черный, добавила немного охры. Смешала с клеем ПВА. У меня уже был неудачный опыт покраски чистым колером. Посмотреть можно вот в этом видео. И добавила соду для дополнительной бархатной текстуры и чтобы скрыть все несовершенства картона. Кистью нанесла на все ножки в одном направлении. После первого слоя я немного испугалась, потому что маленькие втулки надулись, но после высыхания это прошло, и я нанесла еще один слой. Oops. Приклеила ножки клеем ПВА, и вот результат. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, напишите ваши впечатления в комментариях. Я сделала мебель, это настоящая мебель. Как вам это? Обязательно подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых выпусках. Ha ha ha!